Всем салют, вы на канале Где моя клюшка, чувак? И Draft NHL, наверное, самое азартное и интересное событие в мире хоккея, особенно в межсезонье. Классно, что весь год разные аналитические порталы высказывают свое мнение по поводу распределения игроков на этом самом драфте. Кто кого выберет, а главное под каким номером. И мы могли бы сделать такое видео, но с первым номером, по-моему, мир уже определился. Это видео про игрока, на которого было, наверное, максимальное давление перед, да и на всем молодежном чемпионате мира. Как раз по этой причине, указанной выше. Именно из-за этого я следил за ним с удвоенной силой. И сейчас расскажу вам, кто же такой Маклин Селебрини. Сегодня мы разберем игру Маклина, что получилось показать на МЧМ, что не очень, какие у него есть сильные и слабые стороны. Ну и конечно разберемся с его биографией, кто он и откуда. Все это не только вы узнаете в сегодняшнем видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, чтобы поддержать выход подобного контента, присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Как обычно, начнем с краткой биографии, чтобы понять, что это вообще за игрок такой. Маклин родился в Ванкувере в 2006 году. Его отец играл в футбольной команде из Ванкувера. Позже работал в Canucks и был нанят Golden State, баскетбольной командой из Национальной баскетбольной ассоциации, в качестве директора по спортивной медицине и результативности. Старший брат Селебрини Эйден был задрафтован Canucks в 6-м раунде под 171 номером в общем зачете Draft NHL 2023. Мать Маклина, так же как и отец парня, была футболисткой. В то же время в детстве сам будущий первый номер драфта признавался, что является фанатом Ванкувер Canucks. Уже тогда было понятно, что в такой семье вырастет еще один спортсмен, но то, что он будет хоккеистом, а не заниматься футболом, я думаю, это было некое удивление. Молодой канадец встал на коньки в 3 или 4 года, как он сам признавался, даже сам не помнит. И все начиналось как у всех. Сначала катание, потом катание с клюшкой, владение шайбой и броски. Потенциал не был заметен сразу. Сам Селебрини уже в юном возрасте рассказывал, что считает себя двусторонним центральным нападающим и сравнивает себя с Патрисом Бержероном. Его зацепило, что Патрис всегда ответственно подходит к обороне, но при этом здорово действует в нападении. Когда о Селебрини всерьез заговорили как о первом номере драфта, Маклин разрывал в американской лиге под названием 14 UAAA в команде Шатток Сент-Мэри. За 2 сезона он провел 102 игры в регулярном чемпионате и набрал 258 очков. Это 101 шайба и 157 голевых передач. Полная статистика сейчас на вашем экране. Затем летом 22 года он перешел в юниорскую лигу Америки USHL, где играл за Чикаго Стил. С учетом плей-офф Маклин сыграл 52 матча, забросил 46 шайб и отдал 40 голевых передач. Его показатель полезности составил 26, а статистика сейчас также на вашем экране. С такими результатами было неудивительно, что в такой лиге Селебрини надолго не задержится. Уже через год, летом 23 года, после как раз перенесенной операции на плече, он отправился в NCAA играть за Бостонский университет. Там-то Маклин уже проявил себя в полной мере и доказал, что может зажигать не только на детском уровне хоккея, но и в более серьезной лиге. В этом сезоне у Селебрини 16 матчей, 27 очков, 11 плюс 16 и показатель полезности плюс 8. Статистика также на вашем экране. На одном известном скаутском портале аналитики выделяют 3 самых сильных качества Селебрини. Это сила и точность броска, его сравнивают с самим Остоном Мэтьюсом, хотя то, что я лично видел на МЧМ, Маклину еще далеко до такой глыбы НХЛ, как Остон. Второй сильный навык, очень специфичный, особенно для молодых пацанов, это блокирование бросков. Селебрини действительно часто и эффективно возвращается в оборону и ложится под шайбу, хотя на МЧМ, честно, не обращал на это внимания. И завершающий навык, который, по мнению экспертов, развит на запредельном уровне, особенно для 17-летнего парня, это обработка шайбы и техника ею владения. Несомненно, всем вышеперечисленным Маклин и заслужил вызов в молодежную сборную Канады на уже прошедший МЧМ в Гетеборге. На этом турнире остановимся чуть подробнее. Маклин и так столкнулся с бешеным
огромным давлением, как потенциальный первый номер драфта, так еще от его сборной ждали только победы. На групповом этапе сборная Канады смотрелась неплохо. Первый матч против сборной Финляндии Канаде даже удалось выиграть, а Маклин забил свой дебютный гол на этом МЧМ. Но в действительно важном матче против сборной Швеции, таких же фаворитов этого турнира, Маклин потерялся и даже при отсутствии голов не смотрелся как лидер сборной. Да и в плей-офф он, не сказать, что выглядел как-то убедительно. Но все-таки дело больше в самой сборной, которая просто провалилась на этом турнире. Селебрини является лучшим бомбардиром своей сборной. На этом МЧМ с 8 очками идет на первом месте, а у ближайшего преследователя это Брейден Ягер. У него только 5 очков, хоть и набрал Маклин 5 из 8 своих очков. В игре с латышами другие его коллеги не сподобились даже на это. Неудивительно, что Селебрини включен в тройку лучших игроков сборной Канады на этом турнире. Два других игрока это Деда Матейчук и Маврик Ламурье. Все-таки Конор Бедард задал невероятную планку своим прошлогодним выступлением на МЧМ. Но даже такое ужасное выступление сборной Канады в 2024 году на чемпионате не способно как-то изменить тот факт, что на 98% Маклин Селебрини уйдет под первым номером драфта летом этого года. 6 из 6 самых топовых скаутских аналитических порталов признали Маклина безоговорочно первым номером драфта. А что же говорить о других фаворитах драфта 2024 года? Кол Эйзерман, про которого еще осенью писали, что это будущая легенда хоккея, даже не попал в состав в сборной США. А у такого молодого и несомненно талантливого финна, который тоже там входил во все топ-5, как минимум, Конста Хелениус, у него всего 1+1 на этом ЧМ. Кстати, буквально вот вчера вышел обновленный рейтинг от одного портала, и там на втором и третьем месте россияне, а на седьмом белорус. Невероятное поколение подрастает на нашем пространстве. Если хотите подробный разбор карьеры и биографии Ивана Демидова, это вот второй номер, Антона Силаева, он сейчас третий, и Артема Левшунова, это вот белорус, он на седьмом месте. Пишите об этом в комментариях, ставьте лайк на это видео и подписывайтесь на канал. Тогда обязательно сделаем, просто хочу увидеть, интересно ли это вам. Селебрини, как я уже сказал, главный претендент на звание первого номера драфта. Он одинаково хорош и в подыгрыше, и в завершении, а при необходимости вступает в силовую борьбу. Уже сейчас его бросок близок к уровню НХЛ, но и при переходе в оборону эффективность Маклина не падает. В сезоне 22-23 он стал лучшим бомбардиром американской юниорской лиги, а теперь выглядит солидно на университетском уровне. Некоторым звездам, особенно в молодом возрасте, присуще халатное отношение к делу, но тренеры Селебрини называют неуступчивость одним из его главных качеств. Вот такое получилось видео про одну из будущих звезд предстоящего драфта НХЛ. Если вам оно понравилось и вы хотите поддержать мой канал, то подписывайтесь на него и ставьте лайк. Мне будет очень приятно, и я буду понимать, что такой контент правда нужно выпускать чаще. Также можете оставить комментарий, там мы общаемся, я отвечаю всем. Спасибо еще раз за просмотр и больше хоккея.